Вода здесь прям вот прозрачная, но вот, конечно, мусор, который откуда-то прибило, он немножко меняет картину. Ну что, хотели поехать на пляж, но, к сожалению, у нас не работает байк, который мы вчера арендовали. Не ожидал я увидеть на Колане, конечно, такое. Поэтому тут просто вот настоящее какое-то такое сумасшествие. Всем привет! Привет! Сегодня мы отправляемся на Колан. Оставили мы наш байк на парковке, которая платная, потому что мы едем на Колан на целый день. Вот нам предлагают на питбот, но цена там дорогая, потому что 300 бат. Скорость будет примерно одинаковая, но вы заплатите там раз в 7-8 больше. Но людей будет чуть поменьше. Она чуть-чуть побыстрее. Видите, очень много туристов едет с чемоданами, то есть туда многие приезжают прям пожить, потому что там довольно много гостиниц, бунгало. И мы не исключение, мы тоже едем. Не сегодня вернемся, а завтра, но у нас из вещей только одна сумка, и то там квадрокоптер занимает большую часть. У нас план минимум это показать как можно больше на острове Колан. Постараемся все пляжи показать. Ну, что получится, то получится. Будем максимально в своем темпе все делать. Оп. Thank you. Все, мы отдали 30 бат женщине, которая сидела в позе лотоса, и заходим на лодку. Чтобы найти лодочку, которая едет за 30 бат, вы ее точно не пропустите, просто идете до самого практически конца пирса, и вам крикнут «Колан, Колан», и вы сразу поймете, куда идти, потому что, в принципе, кроме Колана тут никуда лодки не идут. Ждем, когда лодка заполнится. Пока что в основном туристы с Индии и Таиланда. Помню, мы когда в феврале 2019 года отплывали, честно говоря, половина лодки была вот наши соотечественники. Я помню, тогда еще так сильно качалась лодка, такие были большие волны, что мы даже в середине пути остановились, и волна, которая качалась, она была выше лодки. Все одели спасательные жилеты, и одна женщина, наша соотечественница, начала громко уже молиться и креститься. И поэтому... Не одна. И не одна, да. Поэтому мы надеемся, что в этот раз мы доедем спокойно, все будет гладко. Хотя сегодня ветер очень такой приличный, и волны качают хорошо. Но тем будет интереснее вам, да? Ну, я бы не хотела перевернуться. А на самом деле в той ситуации было чуть-чуть страшнее, потому что люди не только молились, но еще некоторые подошли к краю лодки и уже реально хотели спрыгивать. Кто-то начал кричать, что типа не прыгать, и это, конечно, было страшно. Народу намного меньше, чем в доковидные времена. Раза в 3 меньше, и это, конечно, здорово, потому что в феврале 2019 года места практически не было, все сидели вот очень плотно, как шпроты, да, в консерве. Но это мы едем в будний день. В выходной день, возможно, будет больше. Вот завтра, когда мы поедем уже обратно, будем смотреть, наблюдать. Но тенденция радует, что, по крайней мере, сейчас людей не так много, как раньше, и можно наслаждаться, сидеть, менять места, это здорово. Мы уже практически подплыли к острову Колан, вот чуть-чуть осталось. Паттайя уже далеко, и смотрите, какая чистая вода, просто-напросто изумрудная. Вот именно за этим сюда и едут, за чистейшей водой. Это у нас остров Косак. Видно, там очень много пришвартовано
корабликов. Скорее всего, это в рамках какой-то экскурсии, потому что остров, ну, практически безлюдный. Там, по сути, ну, не знаю, даже и километра квадратного нет. Он состоит из одного пляжа, который вот с той стороны. Сейчас будем обплывать, чтобы с той стороны пришвартоваться. Вот уже проплываем мимо Колана. Тут можно увидеть такой пляж, на котором буквально там 3-4 человека. И прям видно, что вода там лазурная. Возможно, мы сюда даже доедем на байке. У нас цель, конечно же, арендовать байк, потому что не существует паромов с байками до Колана с Паттайи, к сожалению. И нам придется арендовать байк и там уже гонять по острову самостоятельно. Ну вот, мы сразу арендовали байк. У нас было предложение клик за 300-400 где-то на входе. Но мы вот нашли PCX, и он уже за ту же цену, это очень хорошо. Чуть-чуть где-то, конечно, потертый, да. Но в целом очень даже такой неплохой байк с ключом, который не нужно сюда вставлять, он будет у меня в кармане. Подходишь сюда, нажимаешь, и он включается. Я вот люблю, потому что я постоянно забываю ключи в байке, это здорово. Отдаем паспорт, чтобы мы не украли этот байк. Да, отдаем паспорт, все мы запечатлили на всякий случай. Ну вот, есть небольшие царапины, мы их тоже зафиксировали. Все. Мы отъехали и поняли, что нам даже не дали шлем. Мы вернулись, нам вручили вот такие вот каски, я не знаю, от чего они спасают. А у Маши будет лаки. Он посмеялся. Собственно говоря, мы находимся рядом с пирсом. Снизу напишу, как он называется. И вот такая вот комнатка у нас. У нас она всего на одну ночь, поэтому мы особо там как бы не шиковали. Есть кровать поспать. И даже тут включен завтрак, да? Да, 8 утра мы сначала завтрак. подумали, что нас в 8 утра будут выселять отсюда, уже хотели ругаться почти что. Я хотела ругаться. Вот, оказывается, завтрак в 8 утра. Очень классное, милое такое местечко, на один день прям шикарно. Просто офигеннейший вид, какой-то невероятный. Правда, там пирс, но все равно есть телевизор, есть кондей, за эту цену просто, по-моему, шикарно. Я думала, что будет такое все супер простое, поэтому... Место классное. Да, и я арендовал буквально сегодня же утром, мы решили, что поедем на Колан, арендовал за 1200 бат, насколько я помню. Ну, это хорошая цена. Остальные были от 1700, на островке были цены от 3000 рублей. Я просто увидел прогноз погоды, который показывал, что сегодня, завтра будет солнце, а потом неделю дожди. И мы просто экстренно собрались. Быстро я забронировал на Airbnb вот все, что было, вот этот вот номер. И мы вот поехали, буквально там за 20 минут приняли решение, позавтракали и поехали. Потому что не очень хочется приезжать сюда в пасмурную погоду, мы толком ничего не покажем, просто потеряем деньги. Да, вид просто отличный. Выходишь и сразу у тебя видно, вон, собственно говоря, Паттайя. Можно вот тут вот посидеть, такие стульчики аккуратные. И еще включен завтрак в эту стоимость, это, конечно, вообще что-то с чем-то. Так, ну я сейчас закончу, есть телевизор. Есть даже маленький холодильник. И водичку нам тоже предоставили. Воду со стаканчиками нам дали. Туалетная бумага, картина красивейшая. Ну и, конечно, даже есть и шампунь, и мыло. Это очень здорово, потому что мы с собой не брали ни шампунь, ни мыло. И также есть теплый душ, есть место для полотенцев, туалет. Ну да, и, конечно, для душа тут мало места, но ладно, мы на одну ночь.
Наши ожидания были намного меньше. Поэтому у нас сегодня вот целый день мы показываем Колан. И завтра мы еще покажем Колан. Будет такая одна большая серия. Все, едем вперед. Располагается наше место рядом с пирсом Набаан-Пьер. Ну, вот, собственно говоря, такой домик. Арендовали мы его по тайской карте с помощью Airbnb. И сейчас будем тут обустраиваться. Да, тут всякие такие показатели. Отличительная особенность этого места — все время вот такие вот узкие проходы. То есть тут все время кто-то едет, надо успевать отпрыгивать, успевать поворачивать. Чуть-чуть непривычно после других мест Таиланда, где очень широкие дороги. Тут все вот прям очень узко как-то. Ну, на этом пирсе можно увидеть такие кафешки. Вон One Million Cafe, по Кай, ну и так далее. Очень много таксистов на такси-байке постоянно предлагают свои услуги. Вон как раз кораблик сюда швартовывается. Можно отплывать с Паттайи и спрашивать, на какой именно пирс будет пришвартовываться корабль. Все останавливаются, фотографируются. Но по природе такое ощущение, как будто Ленинградская область. Ни одной пальмы нету. Очень странно. Мы только что доехали до Нуал-Бич, Нуал-пляж. И тут можно увидеть такие вот тук-туки. Стоимость проезда на них 30 бат. Но, я так понимаю, нужно дождаться, когда наберется. Да, вот там уже женщина минут 10 сидит. Ну вот, если вы не хотите на байке кататься, то вот есть такой вариант. Единственное, только надо чуть-чуть будет ждать. Если не хотите ждать, то арендуйте байк и гоняйте куда хотите, когда хотите. Ну, можно увидеть, да, что можно тут шлепки, все для пляжа купить, арендовать шезлонг. Также есть банан к вашему развлечению. Ну и так называемый Jet Sky, на которых можно погонять. Вдоль и поперек. А уже купаться — это справа. А вода, конечно, вообще просто лазурная. Цвет воды просто вообще непередаваемый. Посмотрите, прозрачная водица. Ну, тут можно увидеть шезлонги. Сидишь, загораешь, купаешься и получаешь удовольствие. Ну, мы тут раньше не были, мы вот сейчас впервые, поэтому вы уже сами сравниваете, до ковида было больше людей или меньше. Но вода чистейшая. Тут, правда, уже чуть-чуть камушки добавились, по-моему. Вот слева их не было, но слева, видите, там на лодках катается. Ух ты, зато видно отсюда, прям как на Крабе, такую часть горы. Мы хотим еще на один пляж заехать. Тут мы купаться не будем, потому что пляжей много. Если мы на всех будем купаться, потом сушиться и так далее, то много времени пройдет. Если бы мы приехали без YouTube-канала, мы бы, скорее всего, тут на сутки не оставались. Мы бы искупались на одном пляже и поехали в этот же день обратно. Но у нас цель показать как можно больше. Много полезной информации, поэтому мы стараемся как можно больше показать. Можно заметить, что очень много шезлонгов занято. Много людей с Индии, также много местных. Есть кафешка, можно пиццу заказать, еще что-то. Ну вот мы прошли чуть левее, и слева тут уже камушек нет, тут как-то чуть поприятнее. И пляж побольше, и как-то нету тесноты, как там. И тут красивее. Вот мне нравится, когда рядом с горой, прям вообще красотища. Вода прям прозрачная, как слеза. Купайся не хочу. Видите, только тут собак очень много, прям, я не знаю, штук 30. Но вроде пока никого не кусают. У Колана есть один такой большой минус, что достаточно много людей на пляже, поэтому мы хотим найти малолюдный пляжик и, собственно, там вам его показать. Ну вот, можете увидеть, что песочек абсолютно белый, чистый, за ним ухаживают, смотрят, все аккуратно, чисто. Очень много туристов с Индии, наверное, вот половина туристов, которые тут есть, это вот прям с Индии. Единственный минус для меня — это почему-то тут вообще нету пальм.
природа, вот как будто где-то, ну, на Ленинградской области приехал. Ну, правда, деревьев, конечно, у нас таких нету, но примерно вот такая вот зелень, трава, бурелом какой-то вот. Чуть-чуть не совсем понятно, почему так. Сейчас Маша будет делать медуза патруль, посмотрит, какое дно. Друзья, посмотрите, какая прозрачнейшая вода. Она просто вот прям самый вообще такой, наверное, что есть прозрачного. Мне кажется, даже на Пангане чуть грязнее водичка. А тут она прям чистейшая. Тут есть такие вот барчики, где можно купить, ну, в принципе, все, что вы хотите. И пиво, и ром. Ну, цены 60, 100 бат, 150. Тут большая бутылка. Конечно, это подороже, чем в Биг-Си, да. Но что поделать, это же остров. Вы тут не найдете мини-Биг-Си. Но 7-Eleven тут есть, да? Такие есть барчики, шорты, все, что вы хотите. И есть лодочки. Лодочек тут много. Да, есть даже прозрачные такие лодки. Но лодок тут, спидботов, много не просто так, Маша. А почему тут много лодок? Здесь еще есть два пляжа, которые находятся вон там. И до них просто так не дойти, то есть нужно именно на лодочке добираться. Но я так полагаю, что там достаточно немноголюдно. Да, там какой-то Манки Бич, еще что-то. Можно было бы, в принципе, пойти пешком, если бы это было где-то, ну, у нас там, не знаю, в Ленобласти, легко бы дошли. Но тут идти по бурелому, по вот таким вот густым лесам, тем более куда-то наверх, знаете, как-то так не очень хочется, потому что змеи, всякие вараны и так далее. Сейчас мы едем на обзорную площадку, с нее видно практически весь остров. Ну а дальше мы поедем еще на парочку пляжей. Вот видите, уже люди садятся на автобус, чтобы поехать дальше. Но у нас есть свой байк. Мы взяли не Клик, а взяли PCX. Правда, у меня такой PCX по ощущениям, как будто бы это самый маломощный какой-то вот мопед. Он так сильно шумит и при этом еле-еле едет. Еще очень что-то плохая гидравлика руля. То есть я вот поворачиваю, мне нужно прилагать много усилий. Но не очень повезло с байком. Ну ладно, у нас тут на самом деле тут остров-то 3 километра на 1 километр. Особо тут не поездишь. Но если бы я, допустим, взял где-то в Паттайе или в какой-то другой провинции, где мы на месяц, я бы, наверное, его обратно вернул. Но на один денек хватит. Коротко о том, по какой дороге мы едем. Фух, мы сюда поднимались, не знаю, наверное, минут 10 по крутейшему подъему. Не знаю, если было бы не PCX, а что-нибудь такое, типа Клика, наверное, бы не забрались. И видите, сюда не ходят уже никакие тук-туки, то есть пешком сюда подниматься, я не знаю, наверное, минут 40 вы будете подниматься. На байке буквально минут 10, но зато отсюда будет видно абсолютно весь остров. И обратите внимание, тут вообще никого нету на этой обзорной площадке. Да, получается, вот оттуда ехали. И потом петляли, вон там часть дороги видно, по такому серпантину, просто крутейшему. Ну и вот вся Паттайя как на ладони, смотрите. Тут 360 градусов viewpoint, сейчас вот с этой стороны посмотрим, и потом с той стороны. У нас с Машей сложилось такое впечатление, что на этом острове вообще никаких пальм нету. Очень странно как-то. Вообще, я слышала, допустим, про Панган. Мне говорили именно сторожилы, им рассказывали тайцы о том, что именно на Пангане все пальмы, они искусственно высажены, то есть они не сами там появились. Я так подумала, может быть, в принципе, все острова, они без пальм на самом деле находятся, и все, что мы видим, это все высажено. Ну, возможно. Это Машина предположение. Напишите в комментариях, так это или нет. Ну и вот еще один вид, просто, конечно, невероятно отсюда. Только что мы были вот там, на том пляже. И получается, что по правую руку, как раз таки вот там вот находится уже Манки Бич. Просто невероятно тут находиться. Причем ветра тут абсолютно нету. Тут просто идеально, не знаю, там для фотосессий и наслаждаться вот этими видами. Я взял с собой квадрокоптер, но я просто понимаю, что он тут не нужен. Посмотрите, вот все как на ладони, все видно, и это просто невероятно. Смотрите, здесь получается прямо по кругу выстроена такая площадка, и здесь можно пройти и посмотреть прям реально на 360 градусов весь остров. Смотрите, тут какие-то ягоды. Но мы экспериментировать не будем, потому что остров маленький, с медициной тут, возможно, не очень все хорошо. Ух ты, смотрите, отсюда видно красивейший пляж.
Мы там, по-моему, еще не были, и он выглядит отсюда вот просто невероятно, как будто игрушечный такой. Мы вот туда поедем, скорее всего, вот через несколько минут. Ну вот Маша только что сказала, что этот пляж называется Талай, и мы туда вот сейчас как раз-таки и поедем. Водичка прям бирюзовая, вот там вот 100%, наверное, искупаемся. Смотрите, мы поднялись еще выше, отсюда видны вот эти вот ветряные мельницы, по-моему, так они называются. Красотища. Ну что, мы прибыли на пляж Самае-Бич. Такие макашницы, где можно перекусить очень пережаренными сосисками по 30 бат. Прибелый песочек рассыпчатый. Банан, на котором можно прокатиться. И сейчас посмотрим, какая у нас водичка тут. Видите, немного тут камушек добавилось, в отличие от других пляжей. Мы вот только что были на той смотровой площадке. И дом такой со странной крышей в виде орлиных крыльев. По левую руку можно увидеть вот огромное количество шезлонгов, где можно полежать, отдохнуть, чем и пользуются туристы. Получается, за этой скалой будет еще один пляж. Вот за этой скалой Талай-Бич. Что мне тут нравится, тут нет лодок, джет-скай вот этих, которые непонятно, ты плывешь, они вокруг тебя, то есть не очень безопасно. Этот пляж мне поприятнее по ощущениям, чем предыдущий, потому что предыдущий какой-то чуть грязненький был, в плане того, что рядом было много мусора и как-то совсем не было пляжа, то есть прям шезлонги были около моря и длина пляжа была тоже маленькая. Только что спросили стоимость аренды шезлонга, 100 бат один, ну 2 будет и 200. Тут сказали 50 бат аренда, я могу ошибаться. На самом деле там можно что-нибудь заказать и бесплатно посидеть. Ну, дальше мы уже не пойдем, там шезлонги, купающиеся люди и так далее. На Самае-Бич нету лодок, намного меньше людей, и он ощущается таким более просторным, более комфортным. Нам он понравился больше, чем предыдущие. Ну, вот такие тут есть ресторанчики, можем даже быстро глянуть меню, если вдруг вы захотите тут что-нибудь перекусить. 250 бат, 150 бат, тайские супы, 250, 50 жареные моллюски даже есть. Ну, в общем, вы тут голодным не останетесь. И людей, обратите внимание, практически никого нет. Заходи, садись, кушай. Видите, там даже напитки есть с каннабисом, ну, само собой. Легализация уже прошла, поэтому везде. Сюда также ходят тук-туки. Скорее всего, у них какой-то есть маршрут вокруг всех пляжей. Поэтому, если хотите, пользуйтесь. Ну, а мы едем дальше до следующего пляжа. И там уже, скорее всего, нужно искупаться, потому что время 4 часа дня. Скоро заход солнца. Нужно все-таки и покупаться чуть-чуть. Но имейте в виду, что это именно закатный пляж. Кто хочет лицезреть закат, то нужно приезжать именно на этот пляж. Ну и как и на следующий, который мы сейчас поедем. Ну что, едем дальше. Маша уже, конечно, стрессу поиспытала по этим дорожкам. Но что поделать. Мы только что приехали на Тиен пляж. Тут вот паркуют все байки. И нам дальше нужно пройти по такому мостику, чтобы попасть на сам пляж. Можно купить какие-то шейки. Вот, идем по такому мостику. Снизу бьются волны. Красота. Да, тут на байке, наверное, было бы немного экстремально. Маш, хотела бы тут на байке проехать? Нет, не хватило, когда мы сейчас ехали по дороге. У меня немного другие были ожидания, честно говоря, от острова. То есть я думал, это что-то очень похоже будет на Панган, где большие такие плоские асфальтовые дороги, по которым одно удовольствие ездить, и вокруг будут пальмы. А по факту тут какая-то плитка выложена, она везде кривая, где-то выпала, а вокруг какие-то вот непонятно, что за растения. Но, тем не менее, именно от пляжей то, что я ожидал, то я и получил. Как всегда, огромное количество вот этих кругов, наверное, можно в аренду брать. Также шезлонги. Белый чистейший песочек. А how much? 50 baht, one chair. 15. Okay, maybe come back.
Можно арендовать такой вот бот. Маски, видите? Кто любит снорклинг. Людей, в принципе, не так уж и много. Тут можно увидеть такой заброшенный бар абсолютно. Или идет реконструкция, не совсем понятно. А вот тут бар работает полным ходом. Ну и еще шезлонги. Их тут прям ни конца, ни края. И сейчас выйдем уже где-то на середину этого пляжа. Вот туда. Ну вот мы сейчас прошли практически весь пляж. В середине были шезлонги, ну в принципе, как и тут еще шезлонги имеют место быть. А вот дальше как-то людей поменьше. Вон на банане можно покататься, кто любитель и ценитель этого. Ну а тут уже такое место поприятнее. Можно вот пофоткаться до Москвы, сколько там? 4400 метров? Что-то как-то странно. Мне кажется, там 5000 забыли добавить. Ну все, мы наконец-таки добрались до пляжа. Мы хотим искупаться. Водичка чуть-чуть что-то как-то прохладненькое, непонятно почему. Но она прям чистейшая, можете обратить внимание. Видно дно, вода лазурная. Люди вон купаются с масками. Несмотря на то, что водичка здесь довольно-таки чистая, здесь все-таки есть какие-то обертки, вот только что увидела, и вытащила бутылку пластиковую, вот какая-то трубочка, еще какая-то ерунда. Но, возможно, это из-за соседства Паттайи, да. Но если дальше проплыть туда, вот метров 30-40, там уже вот прям совсем ничего нету, это вот около берега. Будьте готовы к тому, что даже на Колане, где прям чистейшая вода, да, ну, будет мусор. Никто от этого не застрахован. Хочется, да, добавить, что вода здесь прям вот прозрачная, но вот, конечно, мусор, который откуда-то прибило, он немножко меняет картину, но в целом прям невероятно приятно здесь купаться, если там чуть-чуть отплыть от этого мусора. И так, конечно, очень классное дно, прям такое, видно, что там белый-белый песочек внизу, и по нему прям максимально приятно идти. Ну вот, видите, тут такая есть вывеска, что не используйте пластиковые пакеты или пенопластовые коробки, забирайте их с собой. Но, видимо, не все это делают. Смотрите, туалет 10 бат, душ 50 бат. Мы только что искупались, получили просто колоссальное удовольствие. А смотрите, кто к нам пришел. Это главный гвоздь программы. Все тайцы, как и иностранцы, прибежали смотреть, кто такие. Вон идет кормежка гусей. Необычный аттракцион такой, не ожидал я увидеть их. О, о. Не ожидал я увидеть на Колане, конечно, такое. Такое ощущение, как будто к деревне к бабушке приехал, где куча гусей. Но нет, я в Таиланде на острове Колан. Видите, весь пляж собрался, чтобы покормить гусей, полюбоваться. Ну и можно обратить внимание, что где-то к 5 часам пляж сильно опустел. То есть люди, которые приезжают на один день, они, скорее всего, уже поехали в сторону пирса. А те, кто остаются с ночевкой, как мы, можем, в принципе, тут дождаться сейчас заката красивого. Конечно же, вам его снимем. И уже потом поедем в какую-нибудь кафешку, которую тут найдем ближе уже к нашему жилью. Завтра у нас еще целый день. У нас до 2 часов дня арендован байк, поэтому мы в 8 утра проснемся. У нас будет завтрак, и дальше мы поедем уже исследовать остров. Ну и вот белый песочек, мягкий, как мука, он не только вот рядом с морем, видите, можно погулять по территории. Песочек белый, ходишь, прям такой массаж приятный. Вечером можно наблюдать не только за закатом, но и за тем, как тайка кормит гусей.
зашли в такую небольшую кафешку. Рядом с пирсом она находится, ну, где и наше жилье тут буквально в 2 метрах. Очень даже неплохая. Людей, как видите, нет. И цены очень даже, смотрите, Паттай Сиафуд за 80 бат с морепродуктами. Это очень хорошая цена. Ну и в целом можно что-нибудь подобрать себе. Средняя цена 80 бат. Также есть десерты, что это редкость, конечно же. Поэтому можно вам посоветовать. Причем рядом в кафешку мы заходили, там цены в 1,5-2 раза дороже, и там находится, а тут как бы место более такое красивое, и цены меньше. Это здорово. Нам принесли паттай с морепродуктами. Маша уже довольная, он довольно вкусный, поэтому все, мы целый день не ели, снимали. Сейчас будем есть и потом уже отдыхать. Смотрите, какой у нас сегодня завтрак с видом на Паттайю и на море. Я сегодня впервые в жизни, наверное, проснулся от того, что я слышал звук прибоя. Это, конечно, невероятно. У нас сегодня вот такой вот American breakfast, да, наверное, как? Да. И плюс еще кофе. Нам вот принесли, это вот наш номер. И сразу же вот наш завтрак. 8 утра, правда, но ничего страшного, сейчас будем есть. Мы решили спуститься вниз, потому что тут такая вот, можно сказать, столовая, где никого нет. В номерах, которые снизу, никто не живет, поэтому мы здесь никому не помешаем. Там у нас наверху соседи, и, по-моему, они решили там немного поспать. Чтобы их не будить, мы решили спуститься вниз, и вот смотрите, какой у нас будет завтрак с видом сразу на море, да, с видом на такую вот бухточку. Это, конечно, классно. Причем мы не ожидали, что будет завтрак. И Маше не надо ничего готовить. У нас отличный номер, отлично убранный, с приятным запахом. Мы прям выспались, хоть и спали мало. И плюс нам еще завтрак сделали. Это вот вообще просто такие мелочи жизни, которые просто вот чувствуешь кайф и наслаждение от жизни, да? Ощущения и эмоции от этого места просто какие-то невероятные. Это, знаете, когда вот ты приезжаешь, такое простое местечко, но такое чистое, уютное, и самое главное, очень классное отношение. Девушка, которая пришла с утра, она такая очень милая, такая прям здравствуйте, и не знаю, это так как-то сильно порадовало, что с самого утра прекрасная эмоция. Утро на Калане — это, конечно, просто красотища. Просыпаешься не от звука дороги под окном, там кто-то ездит, гремит, и вокруг какие-то там каменные джунгли, а просыпаешься от того, что прибой, кто-то там уже проснулся, там какие-то рабочие дела делает, и такое вот ощущение просто вот спокойствия, тишины. Все то, что мы любим, всякие островки, вот эта безмятежность и вот местная такая вот неторопливая жизнь, которая не присуща большим городам. Мы, наверное, впервые так рано встали, сейчас всего 8 утра, но солнце так сильно шпарит, что вот мы посидели минут 10 на солнце, уже вот чувствуешь прямо его жар. Вот мы выезжаем с нашего жилья. И вот хотел немного еще показать, какие тут улочки, потому что, не знаю, вчера мы показали, нет. То есть настолько вот тут вот можно ездить на мотоцикле. То есть насколько это удобно делать тем людям, которые только-только сели на байк. Мне кажется, это очень опасно, потому что можно очень легко въехать в стену. Вот видите, вот как развернуться тут. Практически никак. Если у вас не было опыта, и вы приезжаете на Калан и хотите сесть на байк, то это будет немного, мне кажется, опасно. Вот смотрите, какие улочки. Даже я вчера с опытом вождения, да, уже даже права есть тайские, между прочим. Все равно сел на байк, он был не очень удобный. Иногда не вписывался, иногда не разъезжался, и было очень даже некомфортно. Поэтому, несколько раз подумайте, стоит оно того или нет. Вот видно, да, новые туристы приехали. Начинается новый день на Калане, приезжают новые туристы. Поэтому все идут брать байк. Остров живет именно за счет туристов с Паттайи. А мы сейчас в 7-Eleven, потом на новые пляжи. Мы находимся рядом с пирсом на Бан-Пьер. Пьер — это сам пирс. Хотел чуть показать сам городок, потому что вчера мы показывали целый день пляжи, да, а может кому-то пляжи не интересно, кто-то любит вот в каких-то таких кафешках посидеть или покататься на таких вот гольф-карах.
Видите, такие улочки, где можно посидеть, пофотографироваться. Чем-то мне напоминают вот такие магазинчики балийские, да, где атмосферно, красиво оформлено. В Паттайе я такого не видел, а тут вот есть какой-то свой как шарм. Но в основном все вот выходят с пирса, кто без байков и без такси, и идут в сторону пляжа. Кафешки, очень много кафешек, прям нереальное количество. Ну вот мы с вами идем одним прям кадром, и в основном одна русская речь слышна. Ну и вот мы доходим до первого храма. Мы тут вчера вечером приезжали, тут были песнопения. Местные делали подношения. Ой, смотрите, какое большое количество этих всех автобусов. Ну и вот абсолютно все улицы на острове Колан сделаны вот из такой вот плитка выложена, она везде кривая, и они довольно узкие. Вот это, наверное, самая широкая улица, которая вот есть на Колане. И минус еще в том, что кое-где уже эти камушки, они разбалтываются. И вот когда мы ехали с смотровой площадки, честно говоря, думал, мы где-нибудь упадем, потому что там вот просто едешь, и под тобой все эти камушки хрустели. Храм тут довольно симпатичный такой. И вот, кстати, тот самый Будда, который мы сегодня еще покажем на еще одной смотровой площадке. Обратите внимание, что именно в храмы, буквально 2 человека, да? А на пляже, наверное, 99% и 1% только посещает храмы. Но мы уже поняли, что у нас ценителей храмов очень маленький процент, но тем не менее он есть, поэтому вот чуть-чуть совсем покажу. Вот еще один Будда, можно забраться наверх. Довольно симпатично, красиво. Удивлен, что такой маленький остров, но все равно есть храм и достаточно хороший такой храмовый комплекс. Ну и вот совсем чуть-чуть еще показать суету, которая царит на острове Колан, когда начинается новый день. Вот буквально мы в 8 утра проснулись, никого не было, была тишина просто вот идеально. Но часов вот 10 прибывают уже все лодочки и начинается настоящая суета. Ну а сейчас возвращаюсь обратно к нашему байку, и мы поедем показывать оставшиеся 2 пляжа. Ну что, хотели поехать на пляж, но, к сожалению, у нас не работает байк, который мы вчера арендовали. У нас байк работает без прямого ключа, то есть достаточно иметь вот эту вот штуку. Но он вообще абсолютно не включается. Крутишь, вертишь, нажимаешь на кнопки, он ни на что не реагирует. То есть вчера он идеально все работал. Сегодня вообще ничего не нажимается. Хорошо, что когда арендуешь байк, тут есть номер телефона, мы по нему позвонили, сказали, что мы находимся на Бан-Пьер, и у нас абсолютно не работает байк. Сейчас ждем, когда приедут. Жалко, что это произошло, потому что у нас осталось всего 2 часа, когда мы должны сдать байк, и мы хотели показать 2 пляжа. Ну вот видите, что бывает на Колане, какие бывают байки. К сожалению, такое может случиться. С утра как проснулись и, собственно, поехали дальше, не могла понять, почему такая суета, почему такое огромное количество людей, все куда-то едут, снуют, прям вообще кто-то там кричит, там разговаривает громко. И потом вспомнила, что сейчас суббота, и поняла, почему огромное количество людей, причем большинство именно тайцев. И сюда приезжает очень много туристов, и, соответственно, в выходные сюда лучше вообще не соваться, потому что тут суета, тут как бы спокойного такого отдыха не получится. Все, к нам приехал мужчина. Оказывается, нужно было долго держать вот эту вот кнопку, и тут тоже долго вот нажать, и прямо держать, и нажимать, и потом поворачивать. Он сказал, что какая-то батарея тут села, поэтому нужно заряжать именно так. Ну ладно, все. Oh, no battery. No battery, yeah. Okay, no problem. Okay. Any app? No have. Сейчас такой скупер будет. That's okay. Окей. It's okay, no remote. You can stop. Okay? Yeah, Okay. it's no Check, problem. you can check. Yeah. But helmet in this... It's okay, no problem. It's okay. Ну что, к сожалению, все-таки наш байк не заработал, батарея села. Нам дали вот такой вот. Скупер. Это не Скупи, это Феллини. Очень, кстати, хороший, мягкий байк. Я на нем все хотел покататься, хотя бы чуть-чуть. Вон нам предоставилась такая возможность. Дальше будем ездить на нем.
А дороги на острове Калан — это, конечно, что-то с чем-то, потому что Google карты почему-то не показывают часть дорог, которые есть, то есть, видимо, они там достроились, и они супер маленькие, супер узкие. Непонятно, где заезд в какой-то дом, а где заезд на какую-то дорогу. И еще вдобавок Google вообще не показывал, где мы находимся, то есть он показывает, что мы сначала едем якобы на одной дороге, потом мы оказываемся до другой дороги. И как доехать на нужную именно, было вообще непонятно. И получилось так, что мы заехали в какой-то двор, там какие-то собаки, еще что-то, хотя показывало, нужно было проехать прямо. Еще такой момент, что у нас 2 шлема остались в PCX, и мы ему говорим, мы оставили шлемы в PCX, нам нужно одеть. Он говорит, да не проблема, они тут останутся у меня, едьте так. Мы говорим, так а как мы поедем, мы же без шлема. Он говорит, да все нормально, едьте, все хорошо. Мы сейчас приехали на Таяй-Бич, да, можно сказать, самый отдаленный пляж. Цивильный подход, в отличие от предыдущих пляжей. Только посмотрите, какая здесь чистая вода, белый песочек и достаточно мало людей. Мне кажется, что здесь цвет воды все-таки такой более лазурный, изумрудный и такой какой-то яркий. А где-то на пляжах водичка просто прозрачная, а тут она именно такая изумрудная, лазурная. Единственный минус, конечно, волны. Они чуть омрачают. Ну, пляж такой с шезлонгами. Ну и все, он, собственно говоря, закончился, да. То есть вот это вот кафешка, где можно посидеть. И все, очень маленький пляж. Вы когда плывете с Паттайи на дальний пляж вокруг, вы можете этот пляжик увидеть воочию, посмотреть на него. Маша все-таки решила искупаться. Сейчас как раз у нее спросим, как ей водичка. Я вот эти вот волны большие терпеть не могу. Какая бы чистая вода ни была, но вот мне удовольствие это не доставит купаться. Я люблю вот когда 100 метров в одну сторону, 100 метров в другую сторону. И получаешь удовольствие. А вот эта борьба с волнами, чтобы тебя не накрыло с головой, такое себе. На самом деле волны вон там вот подальше, если проплыть, они не такие большие, то есть они только у самого начала. А там настолько кристальная такая изумрудная, лазурная водичка, что лично мне как бы все равно на волны, поэтому купаться там одно удовольствие, вода еще достаточно теплая, и тут, как видите, мало народу, поэтому по мне этот пляж самый лучший на острове Калан. Но мы на еще одном не были, поэтому туда съездим, и я уже точно скажу, какой самый лучший у меня. Смотрите, над нами летят, только как-то их чуть-чуть уносит куда-то на деревья, что ли. По-моему, не по плану все пошло. Или по плану. Вот я не очень люблю вот эти все активности. По-моему, там Большой Будда. Или они сели сейчас на деревья, что вполне себе возможно, или же там Большой Будда, вот насколько я помню. Но мы сейчас туда поднимемся, чтобы, во-первых, проверить, куда они сели, а во-вторых, показать Большого Будду. С Машей мы тут были в феврале 2019 года, я, наверное, уже раз 10-й говорю, да? Вот еще одни летают. И на Калане были именно только на этом пляже. И посмотрите, интересная такая ситуация. Смотрите, если тут все голубое, то вот тут какой-то цвет уже какой-то вот, как будто, не знаю, нефть разлилась. Или масло какое-то. Возможно, это из-за водорослей, непонятно. То есть тут мы уже купаться не будем. Если мы и будем купаться, то вот тут вот, посередине. Так, а сейчас нас интересует судьба тех парашютистов и того Будды, который покровительствует путешественников. Сейчас куда-то туда поедем. Паша в итоге поехал один, потому что байк нас просто не тянул вдвоем. Ну, а я иду пешочком. Итак, мы доехали на самый верх. Первое, что могу сказать, с парашютистами все хорошо. Видите, у них сегодня тут такой лагерь. У них тут отправная точка. Все тайки ездят по 3 человека. И вот тот самый Будда, который отвечает за путешествие. Покровительствует им, поэтому можно что-нибудь попросить, чтобы путешествия складывались гладко, байки не ломались, заводились и все остальное. И еще можно посмотреть отсюда на красоту, которая открывается снизу нас. Просто невероятно. Прям, когда вот на это все смотришь, дух аж захватывает и хочется прям вот подольше тут остаться, чтобы это все глазами сфотографировать. Я один раз всего прыгал с парашютом, летел
хорошо, мне все понравилось. Приземление не понравилось. Я сломал там обе кости. Одну берцовая, вторая малая берцовая. С тех пор я больше не прыгаю с парашютом. Я только зритель, наблюдатель. Ничего себе, смотрите, прям повисли люди. Интересно так, необычно. Ну и вон, люди снизу, они ловят. Ну все, поймали. Молодцы. Маленький лайфхак, если вы не хотите фотографироваться там со всеми, вот здесь вот, как видите, совсем немножко пройтись, вот здесь какая-то штучка, буквально там пару деревьев, и тут есть такая маленькая тропиночка, и здесь можно так вдвоем сфотографироваться, одному сфотографироваться, посмотрите, какой невероятный шикарный вид. Ну и да, можно вот тут вот стоять и прямо над склоном нависать. Красота, конечно. Ну сейчас фотографии, да, тут надо делать. Ну все, мы добрались до пляжа Тонкланг. Тут такой вот симпатичный вход на него. Сам он очень маленький. От основного пляжа, где прибывают все судна, это вот по левую руку, совсем недолго нужно проехать по такой дороге. В принципе, можно и пройтись тут буквально, не знаю, 5 минут ходьбы. И вы попадаете на пляж, где, наверное, раз в 100 меньше людей. Но при этом волны тут больше, чем на том пляже. И сам пляж, видите, очень маленький. То есть тут, ну вот, особо-то и негде посидеть. Тут, смотрите, вот пляж, где покупаться, все маленькие. Тут Jet Sky, а тут уже спидботы. Тут также есть кафешки, где можно чипсы, напитки, все что угодно. Все, что вы хотите, все тут можно приобрести. И еще сейчас одну кафешку покажу. Ну вот еще такая кафешка, можно что-нибудь взять, посидеть за столиками. Один кокос стоит 80 бат. В общем, если вы социофоб и не любите много людей, то, скорее всего, этот пляж вам понравится. И не любите кататься на байке, и также не любите кататься на общественном транспорте, хотите разнообразить как-то свое пребывание на Калане, то можете побывать вот на основном пляже, пройти буквально минут 5 сюда, тут купить какой-нибудь кокос, посидеть в беседке и немного отдохнуть. Возможно, даже помочь тайцам оттолкнуть какой-то спидбот и на нем потом уплыть. Это если в двух словах про этот пляж. Ну вот мы добрались и до Таваен пляжа, на который и прибыли. Ну вот я в Индии не был, да, но у меня такое ощущение, я все-таки попал в Индию, потому что мы пытались тут как-то проехать на байке, индусы просто стоят и смотрят на тебя. Ты им сигналишь, хочешь пройти, а они что-то стоят, разговаривают, вообще не спешат. Тут вот полностью, наверное, 90% это, ну вот, люди с Индии, да, и крики, гаммы, кто-то музыку включил, кто-то там что-то ругается, кто-то что-то обсуждает. И обратите внимание на пляж, сейчас я попытаюсь туда пробраться, одним кадром все сниму, как будто бы вот вы проходите, решили искупаться, да. Вот вы выходите сюда, и вот все стоят, кто-то по колено, кто-то по щиколотку, кто-то по пояс зашел. Купаться никто не умеет, или не знаю, почему люди дальше не проходят. Кто был в Анапе или в Сочи вот в самый сезон, скорее всего, вот такая же картина. Сейчас попытаюсь пройти по этому пляжу чуть-чуть, чтобы показать, что происходит на самом пляже. Ну вот, получается такая картина. Да, хорошо, что мы все-таки показали другие пляжи. Хорошо, что вы знаете, и мы уже знаем альтернативу этому пляжу, потому что здесь самый аншлаг. Большинство людей, кто прибывает сюда, просто не хочет париться, арендовать байк, ехать на каком-то там автобусе
И поэтому тут просто вот настоящее какое-то такое сумасшествие. Кто-то приезжает экскурсиями, вот тут уже тайцы, да, сегодня суббота, поэтому тайцы активировались. Ну вот, немного про этот пляж вы, наверное, чуть-чуть сейчас составили представление, но это именно в начале, да, и в середине. Мы сейчас пройдем, наверное, чуть-чуть дальше, туда вот. А также мы хотим вот попасть туда, вот налево. Там есть такой небольшой пляжик, у нас будет заключительный. Что мне нравится в этой кафешке, так то, что тут можно взять коконат за 50 бат. И посмотрите, наверху все свободно, абсолютно. Идеально. Вот сейчас, наверное, мы этим воспользуемся. Смотрите, какая красота. Вообще никого нет наверху, потому что внизу уже, честно говоря, стало просто нереальное количество людей. Все что-то кричат, бегут, кто-то толкается. Вот внизу прям вот суета и гам. Посмотрите, просто места нету ни одного. Вот, это вот я сверху вам покажу пляж. Ну, наверное, Геленджик, уступает, да, или нет? Расскажите. Мы уходим побыстрее от этого пляжа и идем. Смотрите, вот можно было бы уже на лодке пойти, но мы свернули вот сюда налево по такому деревянному мостику, смотря на красивую прозрачную воду с камнями. Идем на еще один пляж, это уже точно 100% заключительный. Вот мы, собственно говоря, и дошли до заключительного пляжа, шли буквально, не знаю, минуты 2. Он совсем маленький, да, но в то же время людей тут довольно мало. И нету, конечно, индусов, которые просто настолько крикливые. По традиции, как на всем Калане, вода довольно чистая, шезлонги платные, места тут, кстати, есть. Чуть-чуть еще пройдя, можно увидеть такие инстаграмные места. Смотрите, можно посидеть в диване из ванн, да, покачаться на качелях с инстаграмным видом. Также посидеть, вот попить кофе тут или чай. Наверное, тут сейчас и посидим. С таким видом. И никого нет. Посмотрите, вот просто красота. Ни одного индуса. Симпатично тут. Вон та кафешка вообще супер, потому что там никого нету. Хорошие цены и вид просто нереальный. Как позже мы выяснили, эти все домики абсолютно работают. Выглядят, правда, не сильно, наверное, как новенькие, но они в рабочем состоянии. Мы тут еще раз искупались, вот там вот сбоку. И тут нам вода, наверное, понравилась больше всего. И людей тут довольно мало, и волны не такие были сильные. Вывод такой, что путешествие по всему острову в целях найти какой-то идеальный пляж на байке можно было вовсе не ездить. Можно было спокойно тут посидеть. Там какая-то уютная, хорошая кафешка с нормальными ценниками. То есть, если приезжаешь буквально на один денек без ночевки, то особо никуда и не стоит ездить. Но это лично мое заключение. Маша свое скажет чуть позже. И еще что здорово, уже был гром и молния. Посмотрите, как заволокло все тучами. Совсем скоро пойдет дождь. Очень здорово, что мы успели все снять для вас. Потому что надвигается какой-то циклон. Он будет длиной неделю-полторы.
прибыли на то самое место, откуда и отправлялись. И сейчас Маша еще скажет по поводу пляжа, который ей понравился больше всего. Про Колан я вам сказал, теперь Машина очередь. Мне в итоге понравился тот пляж, про который я говорила, по-моему, назывался Таяй, внизу подпишу. Там меньше всего народу, самая чистая водичка, вот, и единственное, там волны. Если вас они не смущают, то я вам рекомендую туда. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! Всем пока!